Добрый день, дорогие друзья! Давненько мы с вами не встречались и не варили кофе. А я не рассказывала вам истории и байки из своей жизни. Как раз мы поступили к самому большому и насыщенному периоду моей жизни. Это чернобыльский период. Но начнем мы с кофе. Во время поездки по Украине в селе Подгорцы я наконец-то купил себе новую черную турку. Она большая, на двоих, очень красивая. Это село мы проезжали случайно, но остановились, увидев великолепный храм с шикарнейшими колоннадами. А через дорогу оказался замок, в который мы, конечно же, пошли. И там же были лавки, где продавали очень много глиняной посуды, именно черной. А черная она становится при высокой температуре, при обжиге без доступа кислорода. Как это делают, я понятия не имею. Но мне так объяснили, что черная глина становится именно во время обжига при высокой температуре без доступа кислорода. Ну так или иначе, я из огромного изобилия всяких турочек, маленьких и больших, выбрал эту. И именно в ней мы сегодня сварим кофе. Ну а параллельно я вам расскажу, как я оказался в Чернобыле. Ну а пить мы будем из моих кружек. Уже, можно сказать, фирменные кружки кофе со вкусом Чернобыля, которые вы можете заказать, зайдя в Фейсбуке на мою страницу. Ссылочку я дам в описании. Там же можно будет заказать и вот такие подставочки под кружку. И скоро там появятся почтовые открытки с видами объекта укрытия. Итак, Чернобыль. Очень большой период уже моей жизни. Это с 1988 года по 2020. Это 32 года. Почти 33. На одном месте. Как я оказался вообще здесь? Зимой 1988 года я уже дошел до такого состояния и разочарования в Запорожской атомной и Энергодаре, что готов был вернуться на Белоярскую атомную, в Заречный. И зимой 1988 года я поехал на Урал. Я договорился с тем, что меня берут на прежнее место работы, на третий блок, на БН-600 дозиметристом в смену. Даже я договорился в Белоярском энергетическом техникуме, что меня берут на то ли третий или четвертый курс для продолжения моего обучения, восстановления. И тут приехал с вахты с Чернобыльской мой друг Олег Медведев. Я, конечно же, зашел к нему в гости. Когда он узнал, что я собираюсь вернуться, он мне сказал: Саня, нафига оно тебе надо? Мы на Чернобыльской АЭС спускаем третий блок. Нам не хватает дозиметристов. Давай к нам. Там и белоярцев много, с кем я уже работал. Ну, в общем, он меня убедил. И вернувшись в Энергодар, я прошло где-то около месяца. И в конце марта, в начале апреля, как я уже рассказывал, в запорожском периоде, я поехал в Киев, прошел медкомиссию. Все произошло очень легко и быстро. И устроился на Чернобыльской АЭС дозиметристом на третий блок. И 5 мая началась моя чернобыльская жизнь. Не эпопея. Эпопея — это очень громкое слово. Моя чернобыльская жизнь. С Зеленого мыса. Все было в диковинку. Все было, я бы не сказал, что пугающе. В первые поездки работали по 12 часов. Очень поразила тишина в зоне. Как будто бы природа замерла
замерло все. То есть, получив такой удар, она такая: вау, что это было? И застыла. Но потом потихонечку, к счастью, природа оправилась и сейчас берет свое. Так вот, именно тишина меня поразила больше всего. Заброшенные дома, которые мы проезжали, тоже угнетающе действовало. Действовало то, что все ходили в одной форме. Причем эта форма напоминала фотографии ГУЛАГа. То есть все в фуфайках, синие коричневые робы, грубые башмаки, ушанки, шапки, ну, зэки. Редко кому удавалось достать афганки. Это считалось вообще шиком. Достать афганку и ходить в ней. Вот. Но в массе своей народ ходил именно вот так. Все как один. И это тоже, ну, чисто эмоционально и психологически трошечки давило. Но на самой станции, естественно, переодевшись в белое, глаз уже отдыхал от этих фуфаек и ушанок и синей робы. В моей смене было 5 человек. Начальник смены, 3 дозиметриста и дежурный электрослесарь, ДЭС, по ремонту дозиметрического оборудования. ДЭСом был Валера Шевченко, шахтер, потому что он болел за Шахтер, и все его звали Шахтер. Он доаварийный, то есть он жил в Припяти и на станцию устроился где-то в конце 70-х. Сейчас он, к сожалению, очень сильно болен, был несколько раз парализован и сейчас, ну, практически прикован к постели. Мы иногда общаемся по телефону. Был Женя Белов, к сожалению, ныне ушедший от нас. Он с Маяка, с Челябинска. Именно от него я узнал, он рассказывал, что плутоний имеет сладковатый привкус. Потому что он, как дозиметрист, был в горячих камерах в Челябинске. Вот. Был Олег Козлов, который сейчас в Славутиче живет. Он с Белоярки, и мы с ним еще знали друг друга по Белоярке. И начальник смены, молодой хлопец Игорь Бабков, который давно-давно переехал в Москву и сейчас там живет. Вот такая была у нас смена дозиметрическая. Очень дружная. Мы дружили практически со всеми цехами. Ну, иначе я считаю, что смены нельзя. Смена — это единый коллектив, хоть он и состоит из людей разных подразделений станции, но взаимодействовать должны как единый организм. Именно этому меня учили на Белоярской атомной. Невзирая на цеховое различие или подразделение. Вот. С первых же дней, если говорить о станции, о городе я немножко позже скажу, с первых же дней меня влекло в соседний блок, 4-й. Мне было очень интересно туда заглянуть хотя бы одним глазком. Что же там такое, что же там произошло, в каком оно состоянии, какие там поля. Буквально горел желанием почувствовать на себе все это. Но пропуск на 4-й блок был отдельный. Но нам, как дозиметристам 3-го блока, была такая отметочка в пропуске, что мы имели право туда ходить. Мы отбирали там аэрозоли на альфа. И они таки там были, альфа-аэрозоли на 4-м блоке.
Особенно, когда курчатовцы бурили свои скважины. Тогда альфа-активность и даже на третий блок иногда прорывалась. Но вот эти вот походы на четвертый блок в полуобслуживаемые помещения, ну, как-то не очень вдохновляли. Хотелось глубже и дальше попасть именно туда, именно в разруху, в центральный зал. Самому туда идти, естественно, я не мог, это же надо знать, куда идти. Но и со смены я не мог отлучиться. То есть, находясь на смене, ты должен быть на своем рабочем месте. И вот однажды Валера Шунгуров, который тогда у нас работал старшим инженером по радиационной безопасности, а мы с ним знакомы опять-таки по Белоярке и по Заречному. Кстати, вот работа на Белоярке еще и в этом помогла. В реакторном цехе были тоже ребята с Белоярки, и это помогало взаимодействовать. В общем, Валера Шунгуров увлекался фотографией. И он снимал на пленку. Он ходил на четвертый блок. Я несколько раз просил его взять меня с собой. Он отнекивался, отказывался, мол, молодой, зачем тебе это надо. Но в конечном итоге я его уговорил. В один из его походов к центральному залу, ему нужен был напарник. Ну, на укрытие по одному, если кто и ходил, то очень редко. Ну, это стрёмно и опасно. И он взял меня с собой. Одевали мы 2 ХБшных костюма. На ноги бахилы. Я тогда был такой же лохматый. Я уже рассказывал эту историю, как я замазал себе волосы. Валера сказал спрятать их под чепчик. И я махнул рукой, пренебрег этим. Ну и в итоге мне пришлось их, вернее не мне, а пацаны на радиационном щите старыми ножницами мне их обкарнали под корень. В полиэтиленовый пакетик и в контейнер с радиоактивными отходами. Вот. Но впечатление вот тот поход на меня произвел очень сильное. Тогда я первый раз почувствовал запах озона. Тогда же Валера первый раз мне показал, как на обломках освинцованного стекла в операторской РЗМ накапливается статическое электричество. И когда выключаешь свет и шевелишь эту груду обломков освинцованного стекла, ну, под ногами полуметровые искры с треском разлетаются. Это очень впечатляющее и завораживающее зрелище. В общем, он меня познакомил с четвертым блоком. И я, по сути дела, влюбился. Как это ни странно звучит. И дальнейшие мои походы были преисполнены уважения к объекту. Потому что я уверен, если туда идти с чувством страха, боязни, с вами обязательно что-нибудь случится. Там нельзя бояться. Там нужно чувствовать себя уверенно, делать все быстро, но без суеты. Если что-то делаешь, то делай. Не сомневайся. Если сомневаешься, не делай, даже не пробуй. То есть все должно быть четко и быстро. Раздумывать будешь потом, когда вернешься. Зачастую я свои фотографии рассматривал после похода как первый раз. Естественно, часть какую-то я целенаправленно снимал. То есть я, допустим, в центральный зал несколько раз ходил специально, чтобы изучить определенные зоны центрального зала. Но бывают и моменты, когда просто снимаешь, ну, можно сказать, не глядя. И даже те кадры, которые я как бы выстраиваю, и я знаю, что я снимаю, придя домой, развернув на экране, я как будто по-новому смотрю на этот кадр. Потому что там нет времени
не рассматривать, не выстраивать вот это вот. Там делаешь все быстро и четко. Тогда есть гарантия, что ты вернешься и хватанешь не так много, как мог бы хватить. Итак, я немножко отвлекся. Работа на Чернобыльской АЭС. География блока мне еще не понравилась в 80-м, когда я первый раз там был. О, закипел. Она такая запутанная, что практически первую вахту я посвятил изучению блока. Я брал экспликацию, прибор и уходил в никуда, в блок. Одному бродить ночью по блоку, честно говоря, даже по действующему блоку, ну, немножко стрёмненько. И вот я изучал блок, уходя просто по помещениям, по лестницам, по коридорам, выяснял, где я нахожусь, сверял с экспликацией и потом выходил оттуда. Я очень часто ходил по маршрутам с дежурным электрослесарем, с Валерой Шевченко. Хотя это не входило в обязанности дозиметриста, но когда выпадал какой-то сигнал, допустим, закончилась лента в БАДе. А где они расположены, знал исключительно ДЭС. В мои обязанности не входило обслуживать эти приборы. Но Валерии зачастую было скучно ходить одному, и он говорил: Саня, пошли со мной. И я практически никогда ему не отказывал. Мы ходили вдвоем. Это помогло мне изучить, досконально изучить именно дозиметрическое оборудование, все. Где датчики стоят, где стоят газодувки, где пробоотборники, где аэрозольные датчики стоят. Система очень большая и разветвленная, но именно вот такие походы с шахтером мне помогли и это изучить. Кофе сварился. И пить мы его будем из фирменной кружки. А еще, сейчас я налью. Осень на дворе. Ну, это не секрет. Добавим мы немножечко. Весной я заморозил березовый сок. Давайте добавим сюда немножко березового сока. Кубики. Весны, так сказать, добавим. Кофе с березовым соком. Ну а вкус Чернобыль — это мои воспоминания. Итак, а что же Славутич? Как выяснилось, я вообще понятия не имел, куда я еду. Ни по работе, ни по жилью, ни вообще. Я просто доверился мнению своего друга и поехал. В первую же вахту меня удивили распределением квартир. Для понимания скажу, что в Советском Союзе квартиру купить было практически нереально. Только самые блатные могли вступить в кооператив и поиметь свою собственную квартиру. Но это очень круто. Это не то, что сейчас любой каприз за ваши деньги. Можно купить все, что хочешь. Были бы деньги. В Советском Союзе такого не было. Квартиры выделялись. Все стояли в очереди. На предприятии, в горсовете и ждали своей очереди. Государство строило. Приехав сюда, мне дали ученическую тетрадь, спросив состав семьи: 3 человека, безоговорочно двухкомнатная квартира.
Если было 2 ребенка, трехкомнатная. Если просто семья или ты один, то есть если просто вас двое или ты один, однокомнатная. Мне дали тетрадку с двухкомнатными квартирами. По каждому кварталу список домов и двухкомнатных квартир. Выбирай, что называется. Я, честно говоря, просто что выбирать? Я понятия не имею, что значит вильнюсские, что значит киевские, московские, тбилисские. Ну, мне говорили, что туда можно съездить, но я так и не съездил, так сказать, на экскурсию. В итоге мне сказали к следующей вахте привезти справку о составе семьи. Чтобы я мог сразу же оформить. То есть мне могли выдать квартиру и ордер. И вот в июне месяце я привез справку. Ну, то есть все документы, необходимые для получения новой квартиры. И тот же Олег Медведев, мы как раз в день работали, прибегает и говорит: слушай, ты документы еще не отдал? Я говорю: нет, пойдем быстрее. Там в цех выделили тбилисскую двухкомнатную. И чтобы она из цеха не ушла, надо ее кому-то в самом цехе отдать. Тот, кому она предполагалась, он отказался, я не знаю причин. Пойдем быстрее с твоими документами. Ну вот так я получил тбилисскую, понятия еще не имея, что это такое. Но в итоге оказалось, что тбилисские квартиры одни из самых крутых. Там настоящий дубовый паркет. Не паркетная плитка, как в прибалтийских кварталах и в киевских, а настоящий паркет. Я его циклевал. Я научился циклевать. Грузины, конечно, молодцы и классно. Они вечерами пели свои песни. Я подружился с Гогой, который с Тбилиси привозил фрукты, чачу. Приходил к нам в гости. И он же мне давал циклевальную машину. А в 1988 году, в августе 1988 года, когда я приехал, в подъезде жило 3 семьи. На моем этаже одна и этажом ниже. Это в августе месяце. К Новому году нас было уже, по-моему, 5. Вот. Сдавать торопились. И грузины не все успевали. И квартира, в которую я въехал, паркет был не циклеван. Я понятия не имел, что это такое и как это делается. Но Гога сказала: не проблема, с тебя только наждачная бумага грубая, побольше, я машинку принесу. Чтобы вы понимали, машинка — это вот такая здоровая дура, где подключаешь к сети и на барабане крутится, ну, как наждак работает. Вот. И с паркета снимается верхний слой. Он становится беленький, чистенький. Потом изготавливается специальная мастика на луковой шелухе и даже с луком. Короче, Гога опять там что-то мешала, она такая густая получается. И намазывается толстым слоем весь паркет, оставляется на несколько суток, на 2, по-моему, или 3 суток, высыхает, впитывается, потом еще раз это все циклюется, снимается, и потом только покрывается специальным паркетным лаком. О, я помню первый раз, когда покрывать лаком нужно хотя бы в 2 слоя, а лучше в 3. А он такой вонючий. Это просто пипец, ребята. Я на 1 слой намазал, я выполз из квартиры. Я не помню, у кого мы тогда ночевали. Вот честное слово, что-то выпало из памяти. Но потом, когда необходимо было на 2 раз, я, честно признаюсь, я спер со станции противогаз. Ну, иначе защитить органы дыхания от
паров паркетного лака, ну просто нереально. Я спер противогаз. Благо это было уже где-то глубокой осенью, и мы все ходили в фуфайках. Его было очень просто спрятать под мышки, сверху фуфайкой. Ты идешь такой толстый. Тбилисские квартиры славились и сейчас славятся своей площадью. Я вам так скажу, у меня была двухкомнатная квартира, 76 квадратных метров. Это сейчас строят такие большие двушки. Тогда это площадь трехкомнатной квартиры. Огромная прихожая, кухня не маленькая, примерно как вот это у нас сейчас. Большой зал. И изюминка тбилисских квартир — мужская комната, которая не входила в жилую площадь. Кто не был в Тбилиси, тот никогда не поймет, что такое мужская комната. А это 10 квадратов. Ну вот у них так принято было строить. Не знаю, как сейчас, но тогда... Я первый раз узнал об этом, когда мы с Урала ездили машиной в Поти. Тогда дядя Женя был еще жив мой, и они жили в Поти. Мы ездили к ним в гости машиной. А по пути заезжали в Тбилиси и останавливались у знакомых родителей. И вот там я первый раз узнал и увидел, что есть такая комната. Потому что хозяин квартиры, куда мы зашли, сказал: так, давайте пройдете ко мне, там женщина нам мешать не будет. А я такой не понял, как это. И мне потом объяснили, что в эту комнату женщина не имеет права входить без разрешения мужчины. Поэтому она называлась мужская комната. Сам Славутич поразил разнообразием архитектуры. Вот это на самом деле очень впечатлило. Порадовал снег зимой. То, чего не было в Энергодаре. Это небольшая параллель с Заречным. Там снег, зима, тут тоже достаточно снежно было. То есть в магазине можно было купить то, что в других местах считалось дефицитом. В 1989 год цветные телевизоры — это дефицит. Особенно Рубин. На него записываются на много-много месяцев вперед. И стоит он что-то 600 с чем-то рублей. По тем временам это очень большие деньги. При том, что моя зарплата на Запорожской и Белоярке была в районе 200 рублей. Телевизор 600, то ли 40, то ли 70, я не помню, что-то такое, рублей. Но это как раз была моя зарплата на Чернобыльской АЭС. Вот 88-89 год, 90-й, я где-то получал 600 с чем-то рублей. Как дозиметрист. Да. Я на смене. Мне на смену звонит жена, Лена, и говорит: Саша, привезли телевизор, я один отложила, нужно срочно деньги. Как вы понимаете, карточек тогда никаких не было банковских. Зарплату получали в кассе или у кассира своего в подразделении. Но я созвонился с ребятами, кто был в городе. Как вы понимаете, все мы получали тогда достаточно хорошо. Ну и договорился. Ей деньги одолжили, а я когда вернулся, с первой же зарплаты отдал. То есть купить цветной телевизор было даже простому дозиметристу не проблема. Мебель, и импортная, и отечественная, любая. Кухни, спальни, детские, гостиные. Не скажу, что они были в свободной продаже, но талоны распределялись в подразделениях. То есть это можно было купить. Для простого советского человека, простого советского инженера или работяги, это было вау!
Это я потом уже начал понимать, что это все делалось не просто так, не за красивые глазки, а для того, чтобы закрепить народ, чтобы привлечь именно специалистов, и можно было из тех, кто рвется устроиться, а таких было немало, отобрать лучших. Жилье было служебным, и только после развала Союза уже, то есть служебное, что такое служебное жилье, кто не знает, это ты пользуешься этим жильем, пока работаешь на предприятии, которое тебе его предоставило. Как только ты с предприятия увольняешься или тебя увольняют, ты обязан освободить занимаемую жилплощадь. Потому что жилье служебное. Развал Союза. Я, честно говоря, воспринял это с воодушевлением. Я не видел в этом никакой трагедии. Типа, как сейчас говорят, какую страну просрали. Никто никого ничего не просрал. Ребята, ну перестаньте. О той жизни можно ностальгировать сколько угодно, но я ни за что не вернусь туда. Я ни за что не променяю то прожитое, прочувствованное мной время на вот тот совок. После развала Союза не сразу, но до меня дошло, в какой стране мы жили. И это учтите, что я сын номенклатуры. То есть мы жили, так как отец был главным инженером и директором атомных электростанций, мы жили очень хорошо. То есть мы могли пользоваться тем самым дефицитом для остальных. Скупляться, отовариваться в специальных точках. И все-таки до меня дошло, что это совок. Что так жить нельзя. Я не скажу, что сейчас мы живем просто супер как классно. Мы живем по-другому. И как бы не было сейчас экономически там, или еще как-то политически плохо, это лучше, чем было тогда. Если уж сейчас отвлекаться немножко. Вы знаете, свобода выражения и самовыражения, возможность свободно выражать свое мнение, она дорого стоит. И при этом не бояться, что за тобой придут и руки за спину заломают. Или ночью воронок приедет, постучит в дверь и собирай вещи. Вот эта свобода, она стоит дорогого. И я никогда не вернусь и не хочу, чтобы дети мои узнали, что такое Советский Союз изнутри. Тот самый Советский Союз, который устроил Чернобыльскую катастрофу, благодаря которой я оказался здесь. Мой чернобыльский период очень длинный, и рассказывать поэтапно, я не вижу смысла. Самые яркие моменты на работе — это походы в объект укрытия. Были и сложные моменты. Всякое, это жизнь. Вспоминаешь так и думаешь: Господи, а что такого-то было? О чем рассказывать-то? Вообще не понимаю. Ходили в объект укрытия, да. Был момент, когда меня соблазнили поснимать серебряные клеммы. Я, по-моему, об этом рассказывал. Я пошел с мужиками. Руслан Келемистый тогда, я уже могу этого назвать, но его, к сожалению, уже нет с нами среди живых. Пошли мы с ним. Я не помню, в какие помещения он водил, я не особо задавался. Я был ведомый
Подбивали эти клеммы, ну, у меня набрался такой жменечко, ну, как спичечный коробок был полностью забит довольно приличными клеммами этими серебряными, тяжелый, но не грязные. И даже отмачивание в спирте, ну, не помогло их отмыть. И, наверное, именно это помогло мне утвердиться в отказе от этого серебра. То есть я его не взял. Я даже не попытался его вынести. Помню, один из первых моментов тоже, с Шангуром и Валерой тоже ходили, только это, по-моему, 89-е или 90-е годы. Он пошел в 305-е, это подреакторное помещение. Он залазил в подреакторное помещение, а я оставался снаружи, в помещении, которое полностью покрыто копотью и залито бетоном. Ну, не полностью, но под потолок. Он мне указал место, угол, где меньше всего светит. Вот, и сказал подождать его там. А сам полез в шахту реактора. И я сидел, над головой потолок буквально вот рядышком тут. Мне было скучно. На руках хэбэшные перчатки, не резиновые, хэбэшные. Ну и я пальчиком так по потолку поводил. Я не помню, то ли я что-то там писал, то ли что-то нарисовал. Не помню. Короче, когда пришли, Валера просто укоризненно на меня посмотрел. Ну, мол, типа, ну все, придем померяешь. Да, пальчик пришлось, ну, чуть ли не шкуру снимать. То есть, это был результат моей халатности, расхлябанности, наверное. И этап знакомства с объектом нельзя относиться к объекту спустя рукава. Надо быть очень и очень осторожным во всем. То есть тогда мне даже в голову не пришло, что это же зола, это копоть 86-го года. Что она 100 пудов грязная. И водить по ней пальчиком в хэбэшной перчатке, ну, безграмотно. Ну, с тех пор я был очень аккуратен. Очень. То есть вот такие маленькие уроки, которые мне преподавал объект укрытия, ну, повлияли на мое отношение и на мое отношение к объекту. И я думаю, в большей степени повлияло на полученные мной дозы. Скажу, что во всех походах я всегда брал меньше всех остальных, кто со мной ходил. Я не знаю почему. Мы даже иногда, и я с Серегой Кошелевым шутил, что ну, я дрыщ, вот, а Сережка такой более плотный мужчинка. И я всегда шутил, что Серега, ну ты же плотный, в тебе больше застревает, чем во мне в худом. Поэтому у тебя больше доза. Это, конечно, шутки. Ну вот, это факт. Я не скрывал никогда, что к объекту укрытия я всегда относился и отношусь как к живому существу. Я всегда, когда приходил, с ним здоровался, просил разрешения или просто говорил, что о, привет, я пришел тут у тебя погулять, я буду аккуратен. Когда уходили, я мысленно или вслух прощался с ним. Это Шизика, да? Купный с ума сошел, да? Может быть. Но так или иначе, я считаю, что это мне помогало общаться с объектом и лучше его понимать. И сейчас я скучаю.
Я вот единственное место, куда бы я с огромным удовольствием сходил, просто хотя бы заглянуть, это объект укрытия, центральный зал. Именно центральный зал как сердце, что ли, объекта. Слоновая нога, ну, такие, шахта реактора. Но мне кажется, что вот именно в центральном зале душа этого объекта. В общем, я не знаю, насколько вам было интересно все это послушать. И стоит ли вообще еще что-то рассказывать. Чернобыль достаточно плотно, я бы сказал, очень серьезно вошел в мою жизнь и пустил глубокие корни. Был период, когда я хотел от него освободиться. Я не интересовался, что там происходит. Я ничего не комментировал. Я не общался с журналистами. Я ничего не писал. Я просто перевернул чернобыльскую страницу. И, скорее всего, именно этот период, года 2, помог мне по-новому взглянуть на Чернобыль. И этот канал, который я начал 1,5 года назад, возобновил, тоже помогает мне в этом деле. Я по-новому узнаю Чернобыль, я узнаю новых людей. И мне это интересно рассказывать их словами, их истории. И, пожалуйста, не воспринимайте их как документальные вещи. Документ – это бумажка с печатью. Воспоминания – это воспоминания. Они у всех разные. Как я всегда говорил, если, став фотографом, дать задание сфотографировать один предмет, вы получите 100 разных снимков. Также и воспоминания. На одно событие свидетели этого события, у них будут разные воспоминания. Каждый по-своему его воспринимает, каждый по-своему что-то запоминает, что-то отсеивает, что-то не хочет вспоминать. Не потому, что ему запретили. Вот мне в комментариях пишут: ах, там они все знают, но им запретили. Ребята, чушь. Люди просто не хотят. Или не помнят реально. Я знаю немало припятчан, которые отказываются ехать в Припять. Ну просто не хотят. Они мне так и говорят: Саша, я хочу, чтобы Припять осталась у меня в памяти вот тем красивым городом, в котором я жил. А не то, что я сейчас там увижу развалины, разбомбленную свою квартиру. Пусть у меня в памяти останется та картинка красивая. Они имеют на это право. И поэтому они не хотят этого вспоминать. Они не хотят туда ехать. То же самое касается чернобыльских событий. Люди, работав в одной смене, находясь на одном объекте, они видят разные события. А главное, они по-разному их воспринимают. И еще важное, у них разные кусочки останутся в памяти. Извините меня, 30 лет это не 30 дней. Я вот сейчас попытался вам рассказать свой начальный чернобыльский период. Ну, тяжело вспоминается. Но с другой стороны, если это забылось, значит, наверное, это и не надо помнить. Поэтому никогда не осуждайте воспоминания тех, с кем я встречаюсь. Я им очень благодарен хотя бы за то, что они соглашаются пойти на это. И тот же Юрчук, он ни с кем не общался. Он согласился, потому что он меня знает. Это знаете, как мы с тобой одной крови. Очень многие ликвидаторы именно так меня и воспринимают, как своего. То есть я не журналист, который что-то там где-то нахватался, каких-то знаний поверхностных, и пытается залезть в душу.
Я такой же, как и они. Я тоже хватанул своего. И я знаю, о чем они говорят. И я знаю, где вот та грань, через которую переступать не надо, лезть в душу. И вытягивать из человека то, чего он не хочет рассказывать. Или не хочет вспоминать. Я никогда этого делать не буду ради сенсации какой-то там. Пау! Мне значительно дороже человеческие отношения, чтобы сохранились хорошими, добрыми. Ну вот так, поэтому я и буду работать. И впереди у меня как минимум еще 3 уже договоренных встречи, опять-таки с людьми, которые не публичные и которые согласились, я повторюсь, на встречу со мной только потому, что я тот самый Сашка Купный, который вместе с ними там где-то лазил. И огромное им за это спасибо. А вы, дорогие подписчики и зрители, относитесь, пожалуйста, с уважением к любым воспоминаниям. И не ищите подводные камни. Не надо. Человек вспоминает то, что он хочет. Будем жить долго и счастливо. Обязательно. Кружечку, подставку и в скором времени почтовые открытки вы сможете заказать у меня на странице в Фейсбуке. Ссылочка внизу будет в описании.